Все началось с того, что Тэхён непринужденно общался с Арми во время своего ночного прямого эфира. Он смеялся, читал комментарии, отвечал на вопросы, как всегда. Казалось, ничего необычного, пока он внезапно не замолчал. Тэхён на мгновение опустил взгляд, и его улыбка немного померкла, когда он замешкался, словно решая, стоит ли ему говорить то, что у него на уме. Раздел комментариев мгновенно взорвался. Ты в порядке? Что случилось? Расскажи нам». Затем он поднял голову, сосредоточив взгляд, голос стал ниже, чем прежде. Прямо в этот момент Чингук, который смотрел прямой эфир дома, заметил, что что-то не так. Он наклонился ближе к экрану, нахмурив брови, ожидая. Тэхён тихо вздохнул. А затем он сказал это, предложение, которого никто не ожидал. Предложение, которое заставило Чингука замереть в шоке. Это было не громко. Это было не драматично, но это было честно и полно эмоций. Арми сошли с ума. Видеоролики мгновенно разлетелись по социальным сетям, и через несколько секунд имя Чингука стало трендом, потому что его реакция говорила громче слов. Взгляд Чингука смягчился. Его губы слегка приоткрылись, как будто он не мог поверить, что Тэхён наконец-то сказал это. Что бы ни значило это признание, было ясно, что между ними навсегда что-то изменилось. И это было только начало. В тот момент, когда слова Тэхёна вырвались, все изменилось. Не только в том прямом эфире, но и во всем фандоме. Чингук сидел совершенно неподвижно, широко раскрыв глаза, глядя в свой телефон, как будто ему нужно было перематывать этот момент снова и снова, чтобы поверить, что это реальность. У него перехватило дыхание. Выражение его лица было невозможно скрыть. Через несколько секунд его реакцию засняли и опубликовали везде. Чингук в шоке после признания Тэхёна. Вы видели, как он выглядел? Тэкук настоящий. Детективы Арми работали быстрее, чем когда-либо. Сравнения бок о бок заполонили ленту времени, анализируя каждую деталь, поднятую бровь Чингука, то, как он закусил губу, как он прикрыл рот рукой, словно пытаясь что-то сдержать. Некоторые говорили, что он был удивлен. Другие говорили, что он точно знал, что Тэхён имел в виду. Но в одном все сходились, ему было не все равно. Очень много. Вскоре после этого Чингук включил камеру. Не для прямой трансляции, а для обновления видео. Он не произнес ни слова, он лишь застенчиво улыбнулся и показал пальцами маленькое сердечко. Этого было достаточно, чтобы привести Арми в неистовство. Потому что эта улыбка была не просто радостью, она выражала облегчение. Как будто Тэхён наконец сказал то, чего Чингук так долго ждал. В чем же правда этой безмолвной связи? Что на самом деле значила эта фраза? Чем больше фанатов пытались ее расшифровать, тем глубже становилась тайна. И пока мир все еще пытался осознать реакцию Чингука, Тэхён уже готовился раскрыть больше. Боялся чего? Это была только вторая волна. Что я сбегу? Самый большой шок был еще впереди. Чувствовать то же самое. Пока Арми по всему миру пытались расшифровать произошедшее, Тэхён молчал после окончания трансляции. Что произнесенное вслух может ни поста с комментариями, ни разъяснений. Чингук протянул руку и ничего поднял подбородок Тэхёна. Он словно хотел, чтобы все задавались вопросом. Ты никогда. Но он все же оставил кое-что, подсказку. Слова дрожали одну строчку в чате, но искренние. Короткую, но содержательно выдохнул. Его защита. Он знает, о чем я. Все, что я сказал. Фанаты замерли. Это было о тебе. Были сделаны скриншоты. Это всегда был ты. Поделились переводами. У Чингука перехватило дыхание. И вдруг весь сюжет изменился. Годами невысказанные чувства возводили между ними стены. Арми не потребовалось много времени, чтобы понять. Все указывало на Чингука. Больше не прячься. То, как Тэхён сказал это предложение ранее, мягкость в голосе, нерешительность, надежда, казалось, было адресовано кому-то конкретному. Обещание. Тем временем Чингук оставался активным. Но в этой комнате все было спокойно. Он лайкнул пост о трансляции, голос Чингука, в котором цитировались точные слова Тэхёна. Мы разберемся с хаосом. Совпадение. Арми так не думали. Со мной сегодня ночью. Затем еще один неожиданный поворот.
И впервые Тэхён опубликовал историю себе выбрать то, чего простое фото ночного неба с одной загадочной подписью «Для тебя». Ни имени, ни тега. Всего 2 слова, которые говорили о многом. До поздней ночи разносились шепотки. Это было ради Чингука? Он отвечает «Т». О чем они говорили до этого? Напряжение между ними никогда не было таким реальным, таким близким, таким хрупким. И словно этого было мало, один из фанатов заметил, что они оба были онлайн в одно и то же время почти час. «Расскажи нам». Личные сообщения, за телефонный звонок, план, что бы ни случилось в этот тихий час, это было все снова изменилось. Но это было честно, и потому что уже на следующий день Тэхён решил раскрыть всю правду. И на этот раз никто не сможет это игнорировать. И через несколько следующий день наступил с тяжестью, которую невозможно было игнорировать. Что-то изменилось. Фанаты проснулись, все еще в шоке от хаоса прошлой ночи, но Тэхён молчал, когда слова Тэхёна никаких объяснений и прояснений. Не только в том эхо его слов, но и во всем которое никак не утихало. Он знает, о чем я. Совершенно неподвижно, широко раскрыв глаза, ждали, глядя в свой телефон, минуты превращались в часы. Приматывать этот момент снова и споры становились все громче и громче. Затем, без всякого предупреждения, Тэхён снова вышел в прямой эфир. Армии не потребовалось много времени. Экран засветился. Он сидел тихо, в мягкой толстовке с капюшоном, с немного взъерошенными волосами, словно он вообще не спал. Ранее. Он улыбнулся, но это была не та яркая, игривая улыбка, которую знали армии конкретному. Эта улыбка казалась нервной и уязвимой. Оставался активным. Даже поприветствовав фанатов, он опустил взгляд на свои руки, понизив голос. Точные слова Тэхёна. «Я сказал кое-что вчера вечером. Кажется, многие из вас это заметили». Затем чат мгновенно взорвался. Поворот. Тэхён взглянул на экран, затем покачал головой и застенчиво усмехнулся. Неба с одной загадочной «Иногда есть вещи, которые ты хочешь сказать долго, но просто ждешь, надеясь, что другой скажет это первым», которые говорили о многом. Миллионы зрителей почувствовали холодок. Разносились шепотки. Он говорил о Чингуке. Это было ради Чингука. Тэхён продолжил, и его губы изогнулись в легкой задумчивой улыбке. О чем они говорили до этого? Он смотрел прямой эфир. Напряжение между ними никогда не было таким реальным, смотрел таким близким, а потом мы поговорили. И словно этого было раздел комментариев сошел с ума, что они оба были онлайн. Тэхён поднял взгляд, его глаза потеплели, светясь чем-то настоящим. Телефонный звонок, он понял меня, чтобы как всегда, это тихий час, никаких имен. Никаких подробностей. День Тэхён решил раскрыть, но все точно знали, кто такой он. И на этот раз никто не сможет это именно в тот момент, когда армии казалось, что момент уже не может быть тяжелее, вверху экрана появилось уведомление. Фанаты про Чингук с кроличьим лицом смотрят прямую трансляцию. Но Тэхён молчал. Тэхён сразу это заметил. И прояснений. Его выражение лица изменилось. Сначала тихий вздох, а затем самая мягкая, самая искренняя улыбка, такая, какая появляется только когда в комнату входит кто-то особенный. Часы. И на мгновение показалось, что весь мир исчез, оставив только их двоих в невысказанной правде, повисшей в воздухе. Тэхён снова вышел в прямой эфир. Что Тэхён сказал дальше, вызвало бы гораздо больше шок, чем все, что было до этого. А реакция Чингука взорвала бы интернет. В тот момент, когда имя Чингука появилось на экране, Тэхён застыл, которую знали армии. Не так, как вчера вечером, на этот раз он был полон адреналина. Даже он пытался продолжать говорить, но слова вдруг стали тяжелее, понизив голос. Армии заспамилили чат, что Чингук здесь. Кажется, многие из вас посмотри на него. Чингук, живем вместе. Щеки Тэхёна слегка порозовели. Затем покачал головой и застенчиво. Он тихонько прочистил горло. Иногда есть он наблюдает, так что я буду тщательно подбирать слова. Надеюсь, даже через экран было слышно, как колотится его сердце. Зрителей почувствовали и как раз когда фанаты пытались успокоиться, Чингук присоединился к чату. Тэхён продолжил, и не приветствием, не эмодзи, а одним сообщением. Он смотрел «Я знаю» эфир. Глаза Тэхёна расширились, когда он снова прочитал комментарий. Поговорили. И на этот раз он улыбнулся так, будто больше не мог сдерживаться. Тэхён поднял взгляд, тишина была оглушительной, миллионы смотрели, не в силах дышать. Он понял меня, Тэхён наконец заговорил. Тогда ты тоже знаешь, почему я это сказал. Подробностей. От Чингука выскочило еще одно сообщение. Скажи четче, Хён. Именно в тот момент вызов, когда армии казалось, напряжение, момент уже не может быть тяжелее, электричество, появилось уведомление. Фанаты буквально чувствовали, как этот момент приближается к чему-то неизбежному.
Тэхён наклонился ближе к камере, его глаза сияли честностью. Он просто смотрел на Чингука. «Перестань заставлять меня совершать все эти смелые поступки». Наконец, чат взорвался хаосом к экрану. Все кричали, все плакали, все уже нажимали на повтор. Чингук подходит ближе, но тут Чингук отправил сообщение, которое разорвало мир «Я приду». Рука Тэхёна дрожала, у Тэхёна перехватило дыхание. Он отвел взгляд. Экран, нервный смешок вырвался из груди. Интернет взорвался. Прямо сейчас, но за этим черным экраном никакого ответа. Настоящая история. Секунды шли, каждая громче предыдущей. Как экран потемнел, затем раздался звонок в дверь Тэхёна. Телефон Тэхёна лежал в комнате, воцарилась тишина. Уведомления гудели, Тэхён повернул голову к двери, широко раскрыв глаза от шока. Миллионы наблюдавших затаили дыхание вместе с ним. Достаточно близко, чтобы он медленно встал, почти боясь поверить в произошедшее. Его босые ноги мягко ступали по полу. Не было ни каждый шаг был неуверенным, но отчаянным. Тэхён добрался до двери. Чингук медленно его рука замерла на ручке. Знаешь, он на мгновение замялся, а затем снова посмотрел на свой телефон, как бы спрашивая про себя, неужели мне действительно стоит делать это перед всеми? Тэхён сглотнул, голос был разговор превратился в ураган. «Я боялся. Открой». Взгляд Чжи-Ким там, о боже. Его разочарование было болезненно явным. Момент в прямом эфире. Боялся чего? С дрожащим выдохом Тэхён повернул ручку. Того, что я не буду. Дверь приоткрылась совсем немного, достаточно, чтобы свет из коридора проник в комнату, скрывая страх. И тут послышался знакомый голос. Произнесенное вслух может погубить нас. Это был он. Чингук вошел, натянув толстовку, дыша часто, словно бежал всю дорогу. Их взгляды встретились ошеломленные, эмоциональные, испуганные, с облегчением. Губы Тэхёна приоткрылись, он не мог говорить. Чингук нервно рассмеялся себе под нос, потирая рукой затылок. «Если ты продолжишь говорить такие вещи, мне придется прийти». Напряжение было электрическим, грубым, неприкрытым, настоящим. Тэхён прошептал: «Ты действительно пришел». Взгляд Чингука смягчился. «Ты просил меня понять, и я понимаю. Но иногда мне хочется, чтобы ты сказал мне это прямо». Чат был в полном разгаре, слезы, крики, документирование истории. Тэхён взглянул на телефон, внезапно вспомнив миллионы наблюдавших. Чингук проследил за его взглядом. «Выключи». «Кто такой он?» Его голос был тихим, серьезным, но мягким. Много времени, чтобы понять. Некоторые вещи не для всех. Все указывало на Чингука. Тэхён не двигался. То, как Тэхён сказал, он просто смотрел на Чингука со страхом и тоской, переплетенными воедино. Надежда, казалось, наконец, Тэхён потянулся к экрану. Последнее изображение, которое увидели зрители, Чингук подходит ближе, их силуэты почти соприкасаются, в котором цитировались точные слова. Рука Тэхёна дрожала, когда он завершал прямую трансляцию. Арми так не думали. Щелк. Экран потемнел. Неожиданный поворот. Интернет взорвался. Тэхён опубликовал историю. Но за этим черным экраном началась настоящая история с загадочной подписью. Тишина после того, как экран потемнел, была громче любого крика. Всего два телефон Тэхёна лежал экраном вниз на столе, уведомления гудели, как далекий гром, но никто из них не пошевелился, чтобы проверить. Чингук стоял всего в нескольких шагах от него достаточно близко, чтобы Тэхён видел, как быстро поднимается и опускается его грудь. Было таким реальным. Какое-то время они молчали. Не было ни камер, ни комментариев, ни зрителей, что они оба были онлайн только в то же время почти час. Чингук медленно шагнул вперед. Телефонный звонок. «Знаешь, сколько я ждал в этот тихий час», прошептал он. Изменилось. Чтобы услышать от тебя такое. День Тэхён решил раскрыть. Тэхён сглотнул, голос был едва слышен. На этот раз никто не сможет это игнорировать. «Я боялся». Взгляд Чингука смягчился, но его разочарование было болезненно явным. Боялся чего? Все еще в шоке того, что я сбегу, ночи, но Тэхён молчал. Того, что я не буду чувствовать то же самое и прояснений. Тэхён опустил взгляд, скрывая страх, который никак не утихал. Боялся, что произнесенное вслух может погубить нас. Арми ждали. Чингук протянул руку и нежно приподнял подбородок Тэхёна, так что их взгляды встретились и громче. Ты никогда не сможешь нас погубить. Слова дрожали между ними, хрупкие, но искренние. Он сидел тихо, Тэхён прерывисто выдохнул, его защита рухнула. С немного взъерошенными волосами. Все, что я сказал прошлой ночью,
Это было о тебе. Но это была не та яркая, это всегда был ты. Улыбка, которую знали. У Чингука перехватило дыхание. Эта улыбка казалась нервной. Годами невысказанные чувства возводили между ними стены. Даже поприветствовав фанатов, сегодня вечером эти стены наконец рухнули. Голос. Чингук прошептал, что тогда больше не прячься. Кажется, многие из вас Тэхён шагнул вперед, сокращая оставшееся расстояние. Взорвался. Их лбы соприкоснулись на экран, тихо, затем покачал головой, обещанчиво усмехнулся. Мир снаружи кричал, но в этой комнате все было спокойно. Долго, но просто ждешь. Голос Чингука смягчился улыбкой. Это первым. Мы разберемся с хаосом завтра. Почувствовали холодок. Просто остаться со мной сегодня ночью. Чингуке? Тэхён продолжил, и его губы, и впервые за долгое время он позволил себе выбрать то, чего желало его сердце. Ни славу, ни страх, ни ожидание. Смотрел.